Привет, меня зовут Евгений, я обычный парень, который родился в Украине в прекрасном городе Киев. Я ходил в школу, работал, гулял с друзьями, любил, нашел хобби всей моей жизни, как и в принципе все 44 миллиона человек моей родины, пока не пришла война. Только представьте, все, что ты строил, растил, у тебя были планы на будущее, но к тебе с соседней страны, которую ты считал другом, летят ракеты и просто уничтожают все, что тебе было дорого. И это правда. Правда порой тяжелая, иногда ее сложно принять, особенно когда ты всю свою жизнь верил в свою страну, верили твои родители, дедушка и бабушка, и ты никак не мог подумать, что тебя кто-то вообще может обманывать. Но представьте на одну минуту, что все, что вам когда-либо говорили по телевизору, оказалась ложь. Ложь, которая пронзила умы людей настолько сильно и глубоко, что это невозможно даже осознать. Как вообще можно представить, что такая большая страна, как Россия, может врать, притом так убедительно? И самая большая чушь, которую вам сказали, и многие из вас в очередной раз это съели, это то, что нас нужно спасать. Вы вправду думаете, что нас нужно спасать от каких-то террористов, нас ущемляют наши здесь права, нам нет свободы слова? Нет. Знаете, каково было узнать в 4 часа ночи, что началась война, когда вы и ваши дети спали? Каково просыпаться от взрыва у тебя за окном? Вместо будильника, как у нормальных людей, у тебя будет воздушная тревога, а многие вынуждены ночевать в подвалах и в метро. Я никогда не желал никому ничего плохого, спасибо моим родителям, меня воспитали хорошо, у меня нет агрессии и злости. Желание убивать только потому, что другой человек или страна хочет жить отдельно и быть счастливой. Мы знаем, что большинство из вас не виноваты в том, что сейчас происходит. Кто-то открыто заявляет, что против войны, которую начала Россия. Кто-то делает вид, что обеспокоен происходящим, боясь потерять свой авторитет. Другие просто боятся за семью и себя. Это нормально. Но просто сидеть и наблюдать, как намного больше страна с большим вооружением просто заживо съедает другую, разрушая семьи, дома и жизни людей. Ваше молчание и бездействие не остановит этот кошмар. Гибнут невинные люди, ваши солдаты, многим из которых и 20 лет нету, но их под предлогом учения отправили на смерть. Ваше правительство зло, с которым нужно бороться, а не сидеть и молчать и надеяться на лучшую жизнь. И поверьте мне, вы там сейчас возмущаетесь на курс доллара, санкции, закрытие магазинов, поставка различной техники. Это вообще ничто в сравнении с тем, что в данный момент переживают люди Украины, жизнь которых может оборваться в любой момент.